Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале Рецепты вкусной кухни. И сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусным простым рецептом запеченной свиной шеи в духовке в томатном соусе. Это невероятно вкусный и простой рецепт, который вы с легкостью можете приготовить не только в повседневной жизни, но и на любой праздничный стол. Так сказать, порадовать своих гостей. Обо всех нюансах этого вкусного блюда буду рассказывать в ходе приготовления. Начнем готовить. Для приготовления нам понадобится 3 дольки чеснока. Чеснок нарезаем полосками. Также какие я ингредиенты использую для запекания свиной шеи в томатном соусе и об их количестве я буду говорить в ходе приготовления блюда. Чеснок нарезали. Теперь возьмем кусок свиной шеи и вооружаемся тонким ножом. По всей поверхности мяса делаем тонкие проколы. И в эти проколы вставляем наш порезанный чеснок. Вот таким вот образом. Хорошенечко с двух сторон шпигуем наше мясо чесноком. Друзья, мясо нашпиговали чесноком. Теперь на горячую сковороду наливаем совсем немного оливкового масла. И отправляем мясо на обжарку. И обжариваем мясо с двух сторон до румяной корочки. Пока мясо жарится, быстро нарезаем 3 средних луковицы. Лук нарезаем не сильно мелко, но и не крупно. Во время нарезки лука не забываем перевернуть мясо. Вот такое оно уже красивое, румяное. Хорошо поджарилось. Друзья, на моем канале уже есть очень вкусный и простой рецепт запеченной свиной шеи в фольге куском, ссылку на который я оставлю в конечной заставке и в описании под видео. Лук нарезали, друзья, посмотрите. Мясо хорошо подрумянилось со всех сторон. Вот такое вот оно аппетитное. Перекладываем его в форму для запекания. Обжаренное мясо не только приобрело аппетитный цвет, но и вкус. И сразу на обжарку отправляем лук. И готовим лук до готовности, но ни в коем случае не ужариваем его. Теперь к пассерованному луку отправляем 50 грамм соленых каперсов. И слегка их вместе обжариваем. Постоянно помешивая примерно секунд 30-60. Каперсы с луком слегка обжарили. Теперь добавляем 1 банку 400 грамм консервированных томатов в собственном соку. И слегка обжариваем томаты с луком и с каперсами. Соус томится на медленном огне, быстро подготовим маринад для мяса. Для маринада понадобится 2 столовых ложки оливкового масла, специи и пряности по вкусу, чайная ложка черного молотого перца, чайная ложка розмарина, чайная ложка сушеного орегано и чайная ложка сладкой паприки. И все эти специи и пряности отправляем в наше масло. Также добавляем чеснок, протертый через терку или пропущенный через пресс. И добавляем 2 столовые ложки горчицы. Хорошенечко все соединяем между собой. Забыл сказать, в маринад я добавил еще соль по вкусу. Аромат маринада стоит просто потрясающий. Вместо сушеных трав вы можете использовать свежие травы. Это будет еще вкусней. Теперь маринад щедро наносим сверху на мясо. Конечно же, мясо мы выдерживать в маринаде не будем. И вторую сторону также щедро смазываем маринадом. Все, мясо смазали маринадом. Теперь вкладываем соус вокруг мяса. Друзья, если у вас соус получился очень густой, добавьте в него буквально 100-150 мл воды и все. Теперь мясо поднимем и распределим соус под мясо, чтобы наш соус создавал подушку для нашего куска мяса. Вот таким вот образом. Друзья, теперь дело за малым. Отправляем мы наш кусок мяса в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 1,5-2 часа. Длительность приготовления мяса зависит
от размера мяса, от его толщины и индивидуально от вашей духовки. Друзья, прошли 2 часа, мясо уже готово. Аромат на кухне стоит просто потрясающий. Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается сочным и нежным, с аппетитной румяной корочкой. Ну а соус, который мы приготовили, хорошо будет сочетаться с макаронами или с отварным картофелем. Друзья, если вам понравился этот простой и очень вкусный рецепт запеченной свиной шеи в томатном соусе, переходите в мой плейлист «Рецепты из мяса». Я уверен, вы там для себя найдете простой и очень вкусный рецепт. Всем пока и до новых встреч на моем канале.